В последние месяцы отношения между Азербайджаном и Россией переживают один из самых глубоких кризисов за последние 2 десятилетия. Если ранее Баку и Москва демонстрировали прагматичный подход, избегая прямых конфликтов, то сегодня риторика с обеих сторон становится все более жесткой, а политические и военные угрозы все более конкретными. Формальным поводом для нового витка напряженности стало распоряжение президента Ильхама Алиева о выделении Украине $2 миллионов гуманитарной помощи. В документе подчеркивалось, что подобные шаги соответствуют духу дружбы и партнерства между государствами, и что это не первый случай поддержки Киева со стороны Азербайджана. Однако в нынешней обстановке этот жест приобрел особое звучание. Резонанс усилило совместное заявление президентов Украины и Азербайджана, в котором они осудили удары российских войск по нефтебазе Сокар и газокомпрессорной станции, обеспечивающей поставки азербайджанского газа украинским потребителям. Подчеркивалось, что атаки были целенаправленными и носили явно демонстративный характер. Параллельно азербайджанские СМИ, близкие к администрации Алиева, сообщили: если Россия продолжит наносить удары по энергетическим объектам, связанным с Азербайджаном, на территории Украины, Баку может рассмотреть вопрос о снятии эмбарго на передачу ВСУ вооружений, находящихся в арсенале азербайджанской армии. В Москве эта позиция вызвала резкую реакцию. Депутат Госдумы Михаил Матвеев пригрозил разгромом азербайджанских диаспор и ударом по этническим ОПГ в России в случае продолжения помощи Украине. Телеведущий Владимир Соловьев намекнул на возможность новой специальной военной операции на Южном Кавказе, связав угрозу с перспективой появления баз НАТО в акватории Каспия. По его словам, ситуация в регионе может обернуться тем, что нынешняя так называемая СВО не станет последней для России. Депутат Андрей Гурулев, известный своей воинственной риторикой, возмутился самим фактом выделения гуманитарной помощи Украине и заявил, что Азербайджан портит отношения с большим соседом. Он допустил сценарий давления по линии внешней торговли и пощипывания азербайджанского бизнеса в России, не исключив и расширенного толкования термина «специальная военная операция» по всей границе России. Азербайджанские официальные лица и медиа ответили на эти угрозы столь же резко. Депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков назвал Гурулева пустозвоном и подчеркнул, что география Большого Кавказского хребта делает проведение военной операции России против Азербайджана крайне сложным и рискованным. Он заявил, что в случае попытки десантной операции на побережье Каспия российские силы будут разгромлены, а азербайджанская армия обладает значительным превосходством на Кавказском театре. Мусабеков также указал, что экономическое давление со стороны Москвы не способно серьезно ударить по Азербайджану. Альтернативные рынки и партнеры существуют, а импорт российского транспорта и товаров может быть заменен поставками из Европы и Центральной Азии. Первый замглавы Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин предположил, что Азербайджан уже поставляет оружие Украине через посредников. При этом он отметил, что это не меняет ситуацию на фронте, но подчеркнул, что любые прямые поставки будут рассматриваться как военные цели. Военный блогер и пропагандист Юрий Подоляка допустил, что война между Россией и Азербайджаном из теоретической переходит в разряд вполне вероятных. По его мнению, поставки оружия Украине со стороны Баку могут даже быть выгодны Москве, если это приведет к разгрузке азербайджанских арсеналов перед возможным конфликтом в Закавказье. Политолог Эльхан Шахиноглу в комментарии азербайджанскому изданию «Аксар-Ас» заявил, что удары российских дронов по объектам Сокар в Одесской области фактически превращают Азербайджан в военную цель. В этих условиях, по его словам, логично обсуждать вопрос о снятии эмбарго на поставки вооружений Киеву. В Москве на фоне обострения начали появляться агитационные плакаты и граффити с портретами Алиева и надписями «Хватит оплачивать русофобию Алиева» и «Наш партнер Алиев поддерживает Киев». По данным ряда источников, в Кремле все чаще звучат высказывания о необходимости отстранения азербайджанского президента. При этом силовые структуры прямо заявляют, что поставки оружия из Азербайджана в Украину должны быть сорваны любой ценой. Главный идеолог России Александр Дугин в интервью местным СМИ назвал подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне глубоким унижением
и признаком потери контроля России на постсоветском пространстве. По его мнению, ситуация в регионе – результат ошибок российских политиков и неспособности защитить стратегические интересы. Ситуация между Москвой и Баку опасно балансирует на грани прямой конфронтации. Украинский фактор стал мощным катализатором, а удары по азербайджанской инфраструктуре на территории Украины создали для Баку юридическое и политическое основание для пересмотра военной политики. Если Азербайджан действительно снимет эмбарго на поставки вооружений Украине, это будет воспринято в России как переход к открытому противостоянию. В ответ Москва может попытаться применить как экономические, так и силовые меры, включая удары по объектам на территории Азербайджана или кибератаки. Однако геополитическая реальность изменилась. Баку за последние годы укрепил союз с Турцией, развил военное сотрудничество с Израилем и наладил стратегические партнерства с рядом стран НАТО. Это делает любые военные действия России крайне рискованными и для ее армии, и для ее международного имиджа. В итоге нынешний кризис стал не только проявлением локального конфликта интересов, но и частью более масштабной картины перераспределения сил на постсоветском пространстве. Южный Кавказ превращается в арену, где Москва все чаще сталкивается с потерей влияния, а ее традиционные рычаги давления работают все хуже. Возможные варианты развития событий можно условно разделить на три основных сценария. Первый сценарий – дипломатическая стабилизация. Под давлением Турции, США и ряда европейских стран Москва и Баку находят компромисс. Азербайджан воздерживается от прямых поставок оружия Киеву, а Россия прекращает удары по объектам САКАР в Украине. Публичная риторика с обеих сторон смягчается, но уровень взаимного недоверия остается высоким. Регион сохраняет статус хрупкой стабильности. Второй сценарий – частичная эскалация. Россия усиливает экономические ограничения и применяет кибератаки против объектов в Азербайджане, тогда как Баку продолжает скрытые поставки вооружения Украине через третьи страны, не снимая эмбарго официально. Военная конфронтация остается на уровне косвенных действий и локальных инцидентов. Южный Кавказ превращается в зону постоянной турбулентности с высокой вероятностью новых кризисов. И, наконец, третий сценарий – полный разрыв и силовое столкновение. Москва наносит удары по энергетической и транспортной инфраструктуре Азербайджана, а Баку официально снимает эмбарго и начинает прямые поставки оружия Украине, сопровождая это жесткой политической риторикой. Турция и НАТО в рамках стратегического партнерства с Азербайджаном усиливают военное присутствие в регионе, что приводит к прямому столкновению интересов с Россией. Регион погружается в масштабный конфликт, последствия которого затрагивают не только Южный Кавказ, но и весь Черноморско-Каспийский регион. Таким образом, вне зависимости от выбранного сценария, нынешняя динамика показывает, что стратегический баланс на Южном Кавказе меняется в сторону многополярности, где Москва уже не способна единолично диктовать условия. Азербайджан, опираясь на экономические ресурсы, военный потенциал и поддержку союзников, все активнее отстаивает собственную повестку, даже если это означает прямую конфронтацию с Россией. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и Южного Кавказа.